Вы на канале «Это вкусно». Сегодня будем готовить старое блюдо на новый лад – селедку в шубе. Именно в шубе, потому что это будет не салат, а рулет. Готовить это несложно, зато у вас получится очень эффектная и вкусная закуска, которая украсит ваш праздничный стол. Ингредиенты простые, их список я оставлю в конце видео, и давайте готовить. Натираю на мелкой терке свеклу. Свеклу для всех салатов я обычно запекаю, но можно использовать и отварную. Как вам больше нравится. Свекла должна быть сладкая и насыщенного темного цвета. Добавляю к ней 3 желтка. Белки мне понадобятся чуть позже. Соль, молотый черный перец и ложку растительного масла без запаха. Перемешиваю. Всыпаю просеянную муку и снова хорошо все перемешиваю. Отставляю свекольную массу в сторонку и подготовлю белки. Добавляю к ним щепотку соли и взбиваю миксером до плотности. Вот такая консистенция белков должна получиться. Добавляю взбитые белки в свекольную массу в 3 приема и аккуратно перемешиваю, чтобы масса осталась воздушной. Духовка у меня уже разогревается до 180 градусов. Самое время поставить рецепту лайк. Сделайте это, чтобы видео посмотрело как можно больше зрителей. Так вы поможете развитию моего канала. Вот такое тесто у меня получилось. Застилаю противень пергаментом и смазываю лист растительным маслом. Если пергамент силиконизированный, то его можно не смазывать, но если вы не уверены в качестве своего пергамента, то смажьте. Я смазываю только для того, чтобы этот шаг остался на видео. Разравниваю массу ровным слоем и ставлю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15 минут. Как только корж стал матовым, он готов. Достаю корж из духовки и даю ему полностью остыть. Если вы хотите украсить свой праздничный стол холодной рыбной закуской, то у меня на канале есть рецепт очень вкусной фаршированной щуки. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Пока корж остывает, подготовлю начинку. Селедку я очистила от костей и шкуры и нарезала от филе тонкими полосками. Морковь и картошку я тоже запекала, но можно и отварить. Натираю на крупной терке картофель, затем морковь. Для вкуса я еще добавляю соленые огурцы. Их я нарезаю тонкой соломкой, предварительно срезав с краев кожуру. Сок с огурцов лучше отжать, в рулете он не нужен. И еще нарежу немного свежего укропа. Начинка готова. Корж остыл, и он отлично снимается с пергамента. Верхняя сторона коржа гладкая, поэтому я накрываю его вторым листом пергамента, переворачиваю и снимаю пергамент, на котором он пекся. Нижняя сторона не такая гладкая, поэтому она будет внутри рулета. Смазываю весь корж сливочным сыром. Сливочный сыр можно использовать любой. Можно, конечно, смазать и майонезом, но сыр более плотнее, рулет не будет сильно размокать и будет хорошо держать форму. А вкус от этого только выиграет. Смазанный корж посыпаю укропом. Если хотите, то можете добавить мелко нарезанный зеленый лук. Сверху разбрасываю немного натертой моркови. Затем картошки и огурец. Теперь выкладываю полоски селедки. Селедка будет только в середине рулета, поэтому выкладываю по несколько полосок, чтобы чувствовался ее вкус.
Сворачиваю рулет как можно плотнее. Сворачивается он легко. Заворачиваю его в лист пергамента или в пищевую пленку и убираю минимум на 1 час в холодильник, чтобы он охладился и держал форму. Можно оставить его в таком виде и на ночь. Перед подачей нарезаю его на полоски толщиной 1–1,5 см, тоньше не нужно. И пробуйте. Можно при подаче украсить его сливочным сыром и зеленью. Вот такая закуска у меня сегодня получилась. Для нее мне понадобилось для коржа 250 граммов свеклы, это 3 штучки, 3 желтка, 3 белка, 1 столовая ложка растительного масла, 80 граммов муки, пол чайной ложки соли, черный молотый перец. Для начинки филе одной селедки, у меня вес филе 160 граммов. 300 граммов сливочного сыра, 100 граммов картошки, 100 граммов моркови, 100 граммов соленых огурцов и укроп. Вес всех овощей указан в очищенном виде. И вот такая оригинальная и вкусная закуска получилась. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты фуршетных закусок смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!